Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать миниатюрный интерьерный декор. В одном из прошлых видео я делала стеллаж, и стоит он у меня пустой и одинокий. Надо бы его чем-нибудь заполнить. Ну и первое, что приходит в голову, это, конечно же, книги. Я сделала для вас несколько подборов книжных обложек в разных стилях, но на свой вкус. Их нужно только распечатать и вырезать. Все шаблоны из этого видео можно скачать по ссылке в описании. Есть 3 самых популярных способа делать миниатюрную книгу. Для начала возьму обложку и продавлю полоски там, где будет корешок. Сильно давить не нужно, просто провожу линию непишущей ручкой. И затем сгибаю по этим линиям. В первом способе сами страницы буду делать из вот такой длинной полоски бумаги. По ширине она на 1 мм уже высоты обложки. Отмеряю ширину страницы и откладываю этот размер по всей длине полоски, а затем сгибаю ее в гармошку. Склеиваю странички между собой, чтобы не распадались. А затем обклеиваю их обложкой. Второй способ – прошивной. Покажу его на примере вот таких распечатанных страниц. Разумеется, все эти способы можно комбинировать между собой. Нарезаю по 2 странички и склеиваю по 2 детали между собой. Странички складываю пополам и собираю их вместе. Отмечаю по 2 дырочки на одном расстоянии. Беру иголку и нитку в 2 сложения и завязываю узелок.
Продеваю иголку в первую дырочку. А затем во вторую. Беру следующую страничку, делаю то же самое. И возвращаюсь в начало. Затем следующую страницу. Но после этого возвращаюсь на предыдущую страницу. Таким образом прошиваю всю книжку. А затем приклеиваю обложку. Вместо распечатанной можно взять отрезок ткани или обоев. Дополнительно можно покрыть срезы страниц, например, золотой краской. Это особенно подходит для состаренных книг. Чистые страницы можно состарить с помощью крепкого чая или кофе. И третий способ отлично подойдет для бутафорских книг, которые должны чисто декоративно стоять на полке. Подготавливаю обложку так же, как и до этого. А теперь беру свои остатки пенокартона. Вырезаю из него брусочек по размеру обложки. И просто обклеиваю его распечаткой. Такой брусочек можно склеить из картона, выпилить из дерева и тому подобное. Кроме книг, можно сделать и постеры. Они отлично будут смотреться в миниатюре. Например, я очень люблю леттеринг. Постеры можно поставить на полку или повесить на стену. Упрочнить распечатку можно, наклеив ее на несколько слоев картона или, как я, акварельной бумаги. Таким образом можно сделать и картины, нарисованные вашей куклой. Очень интересно в миниатюре смотрятся все возможные коробочки и ящички. Я хочу сделать 4 выдвижных коробки на нижнюю полку. Для этого отмеряю ширину, глубину и высоту нужной мне полочки. Так как я хочу, чтобы на каждой полке у меня было по 2 коробки, делю ширину пополам и отнимаю от ширины и высоты 2 мм. И из картона буду делать основу. Затем от 2 краев картона отмеряю высоту. От горизонтальной метки откладываю глубину. И уже от этой еще раз высоту. А по вертикали откладываю ширину. И затем все так же высоту. Провожу перпендикулярные линии по всем меткам.
Таким образом, центральная часть – это будущее донышко. Плюс по бокам я делаю скосы примерно 5 мм для склеивания. Их расположение выбирайте сами. После этого вырезаю развертку коробочки. Я оставила отступы только на сторонах ширины. И на одной из них вырезала маленький полукруг. Теперь продавливаю начерченные линии для аккуратного сгиба. Для этого пользуюсь все той же непишущей ручкой. Стираю карандаш. Изгибаю коробочку. А затем склеиваю все стороны. Для декора такой основы можно использовать все, что только фантазия позволит. Ну а я буду использовать свои любимые эко-обои. Например, вот такие с переплетением сизали. Просто отрезаю полоску и оборачиваю коробочку. Я очень люблю плетеную мебель и предметы декора. Сделать фактурную плетеную коробку можно из полосок бумаги. Например, я возьму вот такие полосатые обои. Полоски на них очень мелкие и частые. Поэтому из них я нарежу ленты шириной в 2 эти обойные полосочки. Само плетение я начну с 3 полосок. И петляя змейкой продеваю между ними 4-ю. А затем 5-ю продеваю уже под другие полосочки. А 6-ю под те же, что и 4-ю. Подтягиваю полоски друг к другу. Можно плести более плотно или же оставлять зазоры, так получится более воздушно. Также совершенно спокойно можно плести и без формы подложки. Таким образом, наращивая обойные полоски в шахматном порядке. Пока не дойду до нужного размера. Но так как я хочу плести эту коробочку по кругу, донышко плести мне не обязательно. Поэтому я беру полоски чуть больше основы, это будут вертикали. И одну длинную полоску, которой можно обернуть всю картонную основу. И для начала наклеиваю на длинную все короткие вертикальные в шахматном порядке. Дожидаюсь высыхания клея и наклеиваю эту маленькую заготовку
на нижнюю часть за длинную полоску. А теперь буду постепенно подклеивать вертикальные. Доплетаю до самого верха. А концы вертикальных полос загибаю внутрь и подклеиваю. А также очень интересные вещи можно склеить в технике Papercraft. Вырезаю шаблон и склеиваю по форме коробочки. Плюс для фактуры можно наклеить дополнительные детали. И еще я наклею полусферы для маникюра. Много интерьерных мелочей можно легко сделать из полимерной глины или самоотвердевающих масс. Для разнообразия в строительном отделе я купила эпоксилин. Изначально это двухкомпонентная холодная сварка. После застывания она остается серой и отлично подходит для имитации бетона. Из нее можно наделать вазочек или кашпо. Отрезаю оба компонента в равных пропорциях. Для начала возьму наконечники вот таких инструментов. Оборачиваю их пищевой пленкой. Хорошенько смешиваю до однородного цвета. Затем налепляю массу на форму. А также мне понадобится обыкновенная соль и сахар. Я просто их перемешала. Хорошенько обваливаю в соли и сахаре. Окончательно придав желаемую форму массе, оставляю ее до полного высыхания, часов на 12. После этого снимаю с формы
И теперь промываю все вазочки под теплой водой, чтобы вся соль и сахар растворились и остались поры. При желании их легко можно покрасить. Про разные способы создания миниатюрных растений я планирую сделать отдельное видео. И в заключении сделаю свою любимую каркасную фигуру из проволоки. Обожаю их. Для этого подойдет твердая проволока. Например, можно нарезать скрепки. Но у меня сейчас есть только вот такая флористическая проволока 1,4 мм. Нарезаю ее на отрезки. Теперь склеиваю из 5-миллиметровых отрезков 5 треугольничков. Затем склеиваю уголок 2 треугольников, а на вершины приклеиваю отрезок 8 мм. Продолжаю по кругу так подклеивать. Со стороны 5-миллиметровой пентаграммы на ее углы приклеиваю кусочки по 5 мм. А противоположные концы склеиваю между собой. То же самое делаю с 12-миллиметровыми отрезками с другой стороны. Напишите, какой еще миниатюрный декор можете придумать вы. Мне будет очень интересно увидеть ваши идеи. Ну а у меня получились вот такие штучки. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!